Друзья, здравствуйте, рада вас снова видеть. Спасибо, что вы со мной, хотя я понимаю, что сейчас интереснее смотреть политические новости, а мы с вами обсуждаем то, что интересует нас, простых людей, простые, насущные, наши частные, бытовые, приватные вопросы. Как всегда, я буду гадать вам на картах и делать некоторые комментарии к вашим комментариям и к вашим вопросам. Первый вопрос очень интересный. Инна пишет: хочу задать вопрос по теме аскеза. Послушала у вас информацию и заинтересовалась. Дальше внимательно слушайте. Часто загадываю желание одно и то же, но оно почему-то не сбывается. Говорят, бойтесь своих желаний. Но я не боюсь, а уже постепенно начинаю думать, что ничего не работает. Вот теперь сижу уже месяц на аскезе, и срок выходит, а желание так и не исполнилось. В чем дело? Может быть, Вселенная меня не слышит. Мой вопрос: стоит ли мне дальше желать или уже отступиться? Обязательно я ваш вопрос, Инна, задам картам. Но сначала у меня будет выступление на эту тему, конечно, потому что вот такой вопрос, на него можно не отвечать вообще полностью, да, и оставить автора со своими трудностями и заблуждениями, либо нужно ответить развернуто. Ну вот вы какой вариант выбираете? Второй же, правда? Вот я тоже так и подумала, и поэтому буду развернуто отвечать. Тема аскезы отсылает нас к одной из прошлых программ, где мы действительно обсуждали такой способ для ускорения исполнения желаний. Аскеза – это добровольно принятое обязательство в чем-то себя ограничить, наложить на себя какие-то обязанности, возможно, неприятные, для того, чтобы как бы авансировать высшим силам, чтобы они исполнили какое-то желание. Ну, например, бросить есть пончики, чтобы высшие силы организовали для вас какую-то интересную, выгодную работу. Вот так. Но на самом деле аскеза может быть очень разной, и желания, как и желания человеческие, могут быть разными. Но все в объективном мире и не в объективном, в метафизическом мире любые пассы, любые манипуляции предполагают соблюдение определенных правил. А вот в письме именно Инны я наблюдаю, или в связи с письмом Инны, я хочу уточнить некоторые возможные стратегические и тактические ошибки, которые люди делают, применяя этот ритуал для исполнения желаний, именно аскеза. Но вначале все-таки здесь есть некоторая грешка, это на болгарском, ошибка мировоззренческая, которая мало имеет отношения вообще к теме аскезы. Вот посмотрите, что Инна пишет. Все делаю. С одной стороны хочу, с другой стороны поддерживаю аскезу, желание не сбывается. Какой вывод Инна должна сделать после, ну не знаю, какой там попытки, вообще-то после первой уже, что либо Инна загадала желание невозможное, такое, которое сейчас, то есть она что-то просит сейчас для себя совершенно недоступное, либо, второй вариант, Инна что-то уже технически делает не так, не ту аскезу берет, не на тот срок, не в то время и так далее. Однако Инна делает третий вывод. Их всего два, правильно, да? Инна делает третий вывод, альтернативный, который снимает с нее самой как бы ответственность за происходящее, не сбывающееся, да? То есть загадываю все правильно, делаю все правильно, желание не сбывается, значит, аскеза не работает, понимаете? Ну, письмо наивное достаточно, правда, да? Потому что наивно предполагать, что вот любое достижение, любого блага возможно только через аскезу. И вообще, если вам, дорогие зрители, в жизни что-то не дается, то, что вы страстно желаете, вы можете в этом винить только кого? Только себя. Потому что
есть только два объективно оправданных вывода здесь. Да? Первый, что вы желаете, то, что вам не положено, то, что вы еще не заслужили, не заработали. И второе, значит, что вы недостаточно стараетесь. Второй вывод. Вот. Ни высшей силы, ни происки темных каких-то сил, ни других людей винить здесь совершенно не нужно. Это просто бессмысленно, деструктивно, и это ни к чему не приведет. Поэтому это первый совет, да, дорогие зрители, который мы дадим Инне. Ищите причину не в качестве, не в теории аскезы вообще, да, потому что это давно проверено и доказано тысячелетия назад, и вообще не нами эффективность такого ритуала. Вот. А ищите причины в себе. Ну, только две. Что вы хотите и что вы для этого делаете. Все, никаких больше здесь нет вещей, факторов. Дальше по поводу аскезы. Еще для интересующихся, ну мы оживляем эту тему сейчас. Возможно, стратегические ошибки в этом деле, да. Ну, первое, да. Давайте придираться уже к вашим желаниям. Желание должно быть осуществимое, но более или менее реальное. То есть вы можете заказать или попросить у высших сил нечто, на что вы, безусловно, имеете право, что может случиться с вами в космосе, во Вселенной. И, ну, почему-то сейчас не происходит. И вы просите высшие силы как бы поторопить приход к вам вот этой радости. Если вы бессмысленно желать недоступное, что-то откровенно, чудеса, конечно, бывают, но заранее на это рассчитывать все-таки не стоит. То есть качество, содержание вашего желания. Потому что, видите ли, есть такое понятие «закрытый путь», и его никто не отменял. Масса вещей для нас с вами вместе, для каждого в отдельности в этой вселенной вообще недоступны. Вообще недоступны, понимаете? Ни при каких обстоятельствах, ни при каких стараниях, ни при какой аскезе. Если вы что-то подобное загадываете, то, естественно, вас ждет неудача, провал. Хотя я понимаю, что довольно сложно вот про себя в каком-то частном случае, конкретно про себя, четко определить, доступно это вам или нет. То есть космоса вы какого-то желаете или какую-то, в общем, вполне понятную бытовую вещь. Вот. Но тем не менее нужно стараться. То есть вот посмотрите с исполняемостью, то есть потенциальная исполняемость должна быть у этого желания. Вторая ошибка, такая достаточно большая, которая, ну, не у всех, но вот в этом письме у Инны есть, да. Часто загадываю желание одно и то же. Понимаете, да? Одно и то же. Вот это неправильно. И вот, наверное, это самое главное. Это вообще такой большой клубок. Я сейчас рискую выйти на какую-то лекцию, буквально двухчасовую. Но постараюсь кратко сказать. Вот представьте себе аскезу. С точки зрения нашей такой простой человеческой аскезы, когда вы принимаете аскезу, вы заключаете договор с высшими силами, со своими ангелами. Это просьба с вашей стороны, потому что это нужно вам, а не ангелам. У ангелов и так все есть. У них нектара море, у них там бескрайние какие-то райские кущи. Да? Это надо вам, это ваше желание. И вот вы просите, ангелы, пожалуйста, дайте мне вот то-то, то-то и то-то, ну там я не знаю что, внимание мальчика какого-то, или работу хорошую, или квартиру выгодно хотите продать, вот. А я не просто так прошу, я вам принесу некую жертву, то есть я заплачу, авансирую вам, я вот брошу там, не знаю, пить, курить, или наоборот, чем-то займусь, буду отдавать деньги на благотворительность или помогать бездомным животным, или спортом заниматься, который я ненавижу, вот, и так далее. То есть, понимаете, здесь суть коммуникации в чем? Это договор, где заинтересованная сторона, по сути, в общем-то, только лишь одна. Вот, и это вы, это просьба. И вот когда вы первый раз это просите, да,
Ангелы видят, что вы со своей стороны в объективном мире приложили уже все усилия, вы все сделали, постарались, чтобы этого достигнуть, но почему-то не получилось, и вы просите, ну вот помогите, вы все. Это просьба, и ангелы легко, Вселенная на это соглашается. Вообще считается, что правильно заданные просьбы Вселенная любит и с удовольствием на них отвечает и поддерживает. Вот. А когда вы... Вот сейчас, внимание, тоже, да, под запись. А когда вы несколько раз чего-то просите, несколько раз, это уже не просьба. Ну, представьте, это как к одному человеку вы подходите несколько раз, например, дай денег взаймы, дай денег взаймы. Он говорит, нет. Вы говорите, дай мне денег, дай. Понимаете, это уже не просьба. Это уже ультиматум. Когда вы несколько раз загадываете высшим силам одно желание и какую-то аналогичную аскезу принимаете, получается, что вы этим высшим силам, этим бедным ангелам вашим крылышки выкручиваете, понимаете? Вы вот душите их, выдавливаете. Нет, ты мне дашь. Первый раз не дал, пятый не дал, 18-й дашь, понимаете, да? Это ультиматум, это претензии, а высшие силы, ангелы на претензии, на ультиматумы не отвечают, как и люди даже, да? Даже я не отвечаю на претензии. Вы знаете, вот некоторые в эту же рубрику присылают такие письма. Я 5-й раз вам пишу вопрос, чтобы вы мне ответили. Понимаете, да? Я, естественно, не отвечаю уже на такое письмо. Вот. А высшие силы, что мы о них говорить? Естественно. Поэтому вы должны понимать, что это просьба, просьба, просьба. Как всегда, будь скромнее, люди к тебе потянутся. Ну, в данном случае ангелы к тебе потянутся. Вот. Только так аскеза работает. Много раз прилагать усилия к выполнению какого-то желания, к достижению желаемого, вы можете в объективном мире, понимаете, да, в объективном мире, стараниями своими. Вот тут уже любое количество попыток допустимо, на которые у вас хватит сил. Вот, например, если вы не можете сдать какой-то экзамен, первый раз, второй, пятый не сдали, пожалуйста, если закон не запрещает, какие-то специальные регламенты, сдавайте его хоть 20 раз. Подготовились, пошли опять, подготовились, пошли опять. Это можно, но аскеза и просьба к высшим силам, с ней связанные, это тоньше, понимаете? Это тоньше материя, тоньше энергия. Здесь нельзя 18 раз биться в одну и ту же точку. Поэтому у меня это заявление очень для многих, наверное, людей, вообще для всех, кто пытается одно и то же желание часто загадывать. Во-первых, что это за желание? Во-первых, что это за желание? Почему вы не можете от него отказаться? Почему вы вовремя не можете притормозить и сказать себе, что ну все, Бог не дал, на нет и спроса нет, да, вы отступили, развернулись, пошли своим путем, мирно просить чего-то другого, добиваться чего-то другого. То есть я, в этих случаях, если вы тоже много раз загадываете одно и то же желание, неважно, там это аскеза будет, или вы просто о чем-то так мучительно долго думаете, я в первую очередь советую подвергнуть инвентаризации набор вот этих вот ваших желаний, понимаете? Вы должны каким-то взрослым, холодным глазом их осмотреть, присмотреться. Почему вы хотите то, что вам мир не дает, другие люди не дают, и даже Вселенная вам в этом отказывает, а вы продолжаете ломиться, стучаться и так далее. Вот. По поводу теперь уже тактических ошибок, которые могут случиться при применении аскезы, вот как ритуала для исполнения желания. Первое. Очень нужно соотносить все-таки желаемое, да, то есть насколько это крупная вещь, насколько это серьезное событие, и набор ваших усилий, ваши старания, или ваша жертва, да, то есть эта жертва должна как-то окупать более или менее энергетически по стоимости, по ценности, да, по эквиваленту. Она должна быть эквивалентна
тому, что вы просите. Понимаете? Вот. Если вы просите что-то, ну, действительно большое, такое крупное, серьезное, значит, ваша жертва должна быть такой же серьезной. Такой же серьезной. Вот. И второе, что тоже очень сильно сбивает с толку в письме Инны. Несколько раз. Почему несколько раз Инна загадывает желание и берет несколько раз аскезу? Если желаемое настолько важно, то вы берете аскезу один раз и уже держите ее до конца, до победного конца. Понимаете, да? То есть тогда уж не отступайте. Если для вас, вы так хотите это самое получить, то зачем же вы это делите вот на такие... Зачем вы возможную одну правильную большую аскезу разделили на 18 мелких таких кусочков, 18 попыток, понимаете? Это как... Получается, как у Марка Твена. Бросить курить проще простого. Лично я проделывала это 1000 раз. Так и вы, понимаете? Проделываете аскезу 1000 раз, вместо того, чтобы сделать один, но уже как-то вот так вот серьезно. То есть это тактические ошибки возможны. Не надо размениваться на пустяки. Давши слово, держи, тогда держитесь до конца, сколько бы времени ни прошло, и сколько бы усилий самых разных вы на это не потратили. Ну вот, пожалуй, да, вот это вот основное. То есть соотносить время, которое вы жертвуете на эту аскезу, соотносить с важностью вот этого вот желания. И карты. Классическое таро у меня в руках для Инны. Вопрос. Стоит ли Инне дальше желать чего-то? Или уже отступиться? То есть для карт я немножко переделаю вопрос. Какие для вас, Инна, шансы сейчас? Да, кстати, еще об ошибках, простите, продолжу немножко забыла сказать. Ну, о доступности, да, а в принципе исполняемости желаний я уже сказала, но имеет значение еще и время. То есть вы Вселенной должны давать какое-то время на то, чтобы это желание исполнилось. То есть, может быть, это возможно, это доступно для вас, но вам надо и ждать дольше, и просить дольше, и поститься дольше, например. Вот, рассчитывайте. Естественно, чем больше времени, время — это великая энергия, самая мощная, наверное, существующих. Поэтому чем дольше вы держите аскезу, это всегда лучше. И еще есть какой момент. Вполне возможно, что вы просите желаемое просто не вовремя. Понимаете? Не вовремя. Вот сейчас у ангелов нет для вас такого подарочка. Нету. А он отложен на следующий год, например. Понимаете, да? То есть с вами искомое неизбежно произойдет в следующем году. То есть это уже в следующем новогоднем мешке ваш подарок лежит. А вы просите, настаиваете на этом сейчас. В этом случае это тоже тогда будет ваши усилия напрасными, потому что ничего не сбудется. Хотя, к сожалению, это было бы прекрасно, да, если бы только отложенные были исполнения для нас. Хотя, к сожалению, я чаще вижу, когда время люди не торопят, а пропускают, упускают, начинают поздно что-то просить. Правда? Вот это вообще сплошь и рядом мы видим. Сплошь и рядом люди просят что-то, к чему-то начинают стремиться, когда время ушло. Просят то, что еще совсем недавно, там, ну не знаю, 10 лет назад или 2 недели назад
они могли получить совсем-совсем легко. Но для Инны. Итак, какова вероятность того, что ваше желание скоро избудется? 3 карты. Вам достается карта Отшельник, Паж мечей и Королева Пентаклей. Конечно, если бы вы нам свое желание написали, то и гадание было бы точнее, и мои интерпретации точнее. Пока же я скажу, что вы почти что у цели. Почти. Подождите еще, потерпите еще, потому что Отшельник, вообще здесь карта, описывает присутствие вот тех самых высших сил, без которых ни одна аскеза, естественно, не сработает, без инициативы, без участия которых ни одна инициатива не сработает. А также карта Отшельник описывает ваш путь. Путь долгий, обдуманный, которым вы долго идете, но вы это тоже написали, да, что вы много раз. То есть вы на правильном пути. Выбор очень ваш не случайный. Какое-то прозрение вас ждет, здесь есть Паж мечей. Ждите очень внезапную новость. Больше склоняюсь, что хорошая, но в первую очередь она внезапная. Знаете, как какое-то озарение на эту тему. Это как раз как телеграмма от тех самых ангелов. А дальше вы выпадаете здесь Королевой Пентаклей. Женщиной денежной и уверенной в собственном будущем. Королева Пентаклей — это еще и карта, сигнификатор семейной женщины, женщины-жены в колоде Таро. Поэтому вот такой расклад хорош для Инны во всех случаях. Если Инна спрашивает про деньги, например, что-то касается каких-то денежных вопросов, и про семью для семейных дел, этот расклад хорош. Поэтому, в общем, да, похоже, что ваше желание — это не заблуждение, может быть, даже ваши усилия, вот эти вот многократные, тоже высшие силы заметили и готовы откликнуться. Следующий вопрос тоже очень такой большой, содержательный, но я чуть-чуть начну, на весь не отвечу. Елена Си спрашивает: расскажите, пожалуйста, про каждого знака мужа. Очень интересно, с каким, как правильно обращаться. Мы в одной из прошлых программ затронули тему, там было стихотворение очень смешное на тему мужа рака. И мы немножко обсудили, что это такое, счастье это или беда, если муж рак достался. Ну, естественно, понятно, если у вас есть муж или кандидат в мужья, этот человек принадлежит какому-то знаку зодиака. Это очень интересно. Всегда предположить, чего от него ждать, то есть какой он будет муж и будет ли в конце концов, потому что вопрос астрологической совместимости тоже ведь никто не отменял. Какие-то мужчины и женщины каких-то знаков подходят друг к другу, как любовники, а другие подходят друг к другу как семейная пара, например. Ну и, в общем, там разные есть такие перекрестные варианты, вариации. Про всех я, конечно, не расскажу, потому что это целую большую программу можно посвятить. Но мы начнем по порядку. Итак, муж Овен. Во-первых, если у вас муж Овен, вам очень-очень повезло. И я уверена, что вам абсолютно все завидуют. Даже несмотря на его вопли и истерики, несмотря на его странные поступки, он исчезает из дома, может подолгу отсутствовать, он имеет странных друзей, он с вами не советуется, он очень активно вас критикует, и ваших подруг, когда они приходят к вам в гости, взбалмошный, нервный, нетерпеливый. И тем не менее, вы знаете, что ваш муж лучше всех. Почему? Потому что, видите ли, все овны — дети Марса, а Марс — это мужская планета, Марс покровительствует мужчинам, да? Соответственно, все мужчины, которые родятся, которые имеют Марса в отцах, Марсовичи, да, вот они там, Василий Марсович, Сергей Марсович, можете так своего овна называть. Соответственно, они получаются очень мужественными. И это в меньшей степени касается внешности. Мне, кстати, мне вот очень нравится, мне прям как-то будоражит даже сочетание
такой нежной внешности у мужчин, хрупкая внешность и при этом стальной железный характер. Ну, я думаю, что это многих впечатляет. Такая вот, это знаете, как огонь и лед в одном флаконе, в одном стакане, да. Так вот, мужчина Овен. Откуда берутся мужья Овна? Мужа Овна нельзя найти, выбрать. Нельзя его там, знаете, как присмотреть какого-то мальчика из соседнего потока и аккуратно его как-то окучивать. Нет. Муж Овен может появляется в семье, заводится в доме, муж Овен, только одним способом. Это он сам вас заметил, он сам вас выбрал, он к вам подошел, вы его, естественно, отвергли. Он подошел второй раз, вы отвергли. Но он был настойчив, он вас добился, буквально вел себя как оккупант, как налетчик. И вы не смогли отказать. Вот он просто вас покорил и довел таки до ЗАГСа. Вот так появляются, заводятся мужья Овны. Потому что мужчина Овны, конечно, вот в этом смысле, знаете, вообще неведомые. Совершенно неведомые, то есть их не то, что уговорить, обаять или убедить нельзя, если они не хотят. На них ведь даже и привороты не действуют. Кстати, обратите внимание, для тех, кто сейчас перед выбором, если вы такой морально-этический у вас выбор есть, идти приворот делать на какого-то мужчину, не делайте привороты на огненных мужчин. Я вам серьезно могу сказать, что это в большинстве случаев почти бесполезно. То есть если тотально огненный гороскоп у мужчины, не пройдет магия туда. Это очень защищенные люди. Вот. Мужчина Овны. Поэтому вот так вот сам выбрал и сам оказался рядом. Какой он будет муж из Овна? Это опять же для тех, кто сейчас имеет вот такого настойчивого Овна рядом и хочет предположить, если вы хотите заранее узнать, чего от него ждать. Но такой же, как и в жизни, везде. Вечно кричащий, спешащий, нетерпеливый, невнимательный, критикующий, очень резких словах, громко хлопающий дверьми, шума много предметов разбросанных вокруг, много идей, энергии разбросанной. Вот представьте, что если он утром собирается у вас на работу, вот он ушел, а у вас остается в квартире абсолютный хаос, потому что он все перерыл, все уронил. Но не только в квартире, а в голове остается хаос, потому что он вам рассказал кучу планов на день, связанных с вами и не связанных. Планы эти абсолютно не совпадают по времени. Часть из них он отверг тут же, как только произнес, и все. То есть вот он выходит из дома, у вас остается абсолютный хаос в квартире, на кухне, естественно, и абсолютный хаос в голове. Вы не знаете, что и думать, что ему пришло в голову, что все-таки он в итоге сделает сегодня или от чего откажется. То есть, ну вот мне кажется, что это как раз и интересно. То есть с мужем Овном никогда соскучиться невозможно, даже вот эта его бесконечная дурость, а именно так, вот упрямство, бесконечное упрямство в сочетании с веселостью, с задором таким. Часто Овнов называют дурость, вот другие люди, да. Но вот в этой дурости есть, мне кажется, такая энергия и обаяние, такое надежность какая-то, вот именно в этом есть. Вот. И вот такой он будет, естественно, будет сильно вас критиковать, естественно, будет вас раздражать. Будете с ним ругаться обязательно, им надо ругаться, потому что вот эту вот свою марсовскую энергию надо чем-то подкармливать, а легче всего она кормится именно конфликтами. И будете ругаться, и он будет очень быстро раздражаться и также быстро будет отходить. Вот. Может быть, у молодых темпераментных пар с участием Овна ссоры бывают даже каждый день.
А чего, как с ним обращаться, с Овном? Тут только одна заповедь, самое главное, как с ним обращаться. Главное с ним не обращаться, то есть не пытаться с ним обращаться каким-то особым образом, потому что овны не поддаются совершенно на манипуляции, поэтому вот если вы будете нарочно как-то специально подстраивать свое поведение, речь или даже мысли, как-то подстраивать, выстраивать, чтобы спровоцировать его на определенные эмоции, на определенное поведение, это все будет только напрасно, это будет его злить и, возможно, даже очень скоро разочарует. Овны независимые люди, они любят таких же независимых, естественно, женщин, и очень, они могут быть невнимательны, ну, знаете, прошел по улице, не заметил там, что вокруг там машины стояли, какие-то деревья растут. Вот этого овна никогда не замечает. А вот к манипуляциям овны очень чувствительны. Поэтому если вы будете вот что-то пытаться специально как-то с ним обращаться, он это заметит, разочаруется, ну и знаете, что дальше бывает. Кстати, вот по поводу еще, чем заканчиваются браки с овнами. Вы знаете, браки с овнами могут заканчиваться довольно быстро и довольно драматично, потому что вот как он влюбился в вас и с каким напором он вас покорял, он точно так же может влюбиться, естественно, в другую женщину в любой момент. И это быстро происходит, иногда за один день. И овнов чувства даже на пике могут тоже за один день покидать, поэтому будьте готовы, что вы немножко на пороховой бочке находитесь. Очень у овнов быстро все происходит, решит, если то, конечно, очень быстро уйдет, но тоже, в общем, имеет право. Вот. Вот и все. Вот и все. Единственное, что чисто технически я могу сказать, если вы хотите все-таки, чтобы ваш овен дома был немножко поспокойнее, немножко потише говорил, меньше там, ну, производил вот это вибрации, вот этих вот воздуха, то помните, у овнов сильнейшая реакция на внешние раздражители. Они очень реагируют именно на внешние раздражители. Крик, громкий звук, вот тогда вот это вот просто поменьше. Чисто, знаете, нужно, чтобы дома потише было. Даже, может быть, чтобы телевизор там громко вот не орал. Ну, я уже не говорю, чтобы вы громко не орали, да. У овнов повышенная реакция вот такая на внешние раздражители. Поэтому будет поспокойнее, посдержаннее, как-то более домашним, если дома не будет криков, не будет громко работающей какой-то техники, да, не будут предметы падать с грохотом вокруг него. Вот так вот. Про овнов рассказала. Следующий вопрос Александра Александрова задает. Мне 35 лет, замужем. С 25 лет заметила, что нравлюсь мужчинам зрелого возраста. И вот на работе стал проявлять интерес начальник. Разница между нами 15 лет. Он холост, и у нас родилась взаимная страсть. Он знает, что я замужем, но его все устраивает. А длится наша связь уже 2 года, периодическими встречами. Разорвать эту связь я не решаюсь, слишком привязана эмоционально к нему. Он идеальный во всех смыслах, но и продолжать так тоже я в полной растерянности. С мужем у нас все хорошо, но получается, я жду от мужчины предложения, оправдываю его для себя, что у него был первый неудачный брак, а по гороскопу он дева. Тут намешано, да, просто такой хаос. Первый неудачный брак, дева, оправдываю себя. Вопрос, какие планы у него на меня и будет ли у нас будущее с этим мужчиной? Андрей, тоже я спрошу карты для Александра. Тоже, опять же, есть у меня некоторые пояснения и сноски. Во-первых, в 25 лет вы заметили, что нравитесь мужчинам зрелого возраста. Я вас умоляю, все 25-летние девушки нравятся мужчинам зрелого возраста. Абсолютно все и абсолютно всем. Правда, должна сказать, что 15-летние девушки им нравятся значительно больше. Но с 15-летними нельзя. К ним нельзя проявлять интерес. Закон запрещает. Поэтому им приходится довольствоваться 25-летними. Поэтому в этом ничего
удивительного нет. Может быть, именно разница в возрасте между вами, это уж не такой принципиальный вопрос. Я бы сказала, что в истории Александры важнее, наверное, что он ее начальник. Понимаете, да? То есть просто роман попадает у нас, выпадает в другую категорию. Служебный роман. А это тут работают совсем другие законы, понимаете? Совсем другие. То есть тут история уже не только, не столько про чувства. Там добавляется еще масса разных других факторов. Но, тем не менее, если вы, дорогие зрители, имеете похожую историю, и вас тоже беспокоят планы мужчины на вас, планы вашего начальника, например, на вас, то вы тоже можете сейчас картам задать вопрос ваш, и мой ответ будет как для Александры, так и для вас. Итак, какие планы у Андрея на Александру? Только 3 карты. Его чувства к вам, ну и планы тоже, соответственно. 1, 2, 3. Вам выпадают здесь 8 кубков, 9 кубков прямо следом и карта звезда. В центре 9 кубков. Она здесь действительно ведущая в этом маленьком раскладе. 9 кубков описывает любовь. Вот прям в буквальном смысле, в самом простом смысле, любовь мужчины к женщине. Физическая любовь. Карта говорит о том, что вы для него очень притягательно. Однако в позиции на сердце здесь есть 8 кубков. Вполне возможно, что планы какие-то серьезные у Андрея были на вас в сердце или на сердце в самом начале этой истории. А сейчас идет такая тенденция, знаете, он с чем-то прощается. То есть какой-то уход, как будто бы чувство уходит. Вот этот вот момент отлива, знаете, может быть, вернется. Но сейчас момент отлива. И в голове карта звезда. Мечты у него про вас есть. То есть вы остаетесь для него девушкой мечты. И он в планах своих, в голове своей строит какие-то воздушные замки с вами связанные. То есть он продолжает о вас мечтать. Несмотря на то, что вы встречаетесь, вы сохраняете для него вот этот вот ореол недоступности какой-то. И это очень-очень хорошо, что вам это удалось, что у вас это получилось. Однако карта звезда, знаете, такая очень-очень зыбкая, ничего материального нету. Поэтому четкого плана, увы, у него совсем нет. То есть, да, у него есть чувства, такие понятные, которые бывают у мужчин к женщинам. Физическая привязанность, такой физический интерес. Назовем это любовью. Это, в общем-то, любовь и есть, понимаете? Все остальное химеры. Вот, сердце его по каким-то причинам сейчас опустошается, или он переживает разочарование, связанное с вами, с вашим романом или с вашими чувствами. Мечтает о чем-то, но эта мечта очень нечеткая у него. Мечта, знаете, такая прям далекая. То есть вот он, может быть, сидит там где-то сам с собой наедине и думает о том, что а вот если бы когда-нибудь в следующей жизни. Это мне напомнило одну советскую песню, которую кто-то пел, уже не помню кто. От чего ж ты мне не встретилась, юная, нежная, понимаете? Да, то есть вот такие у него мечты. Все в сослагательном наклонении. Вот эта карта звезда, кстати, для всех, кто гадает, тоже хочу сказать, она очень окрашивает любой расклад сослагательным наклонением. То есть добавляет частицу «бы». «Бы».
Вот он как будто бы сидит и говорит, вот если бы там, я был помоложе, например, или если бы она была не замужем, или если бы, если бы, если бы. То есть это вроде как мечта, но он не собирается, он не выстраивает для себя четкого пути к достижению этой мечты. Вот. А такая мечта планом не называется, поэтому какие планы у него на вас? Планов никаких, получается так. Дальше Света Савченко пишет. Здравствуйте, Ольга, у меня вопрос по личной жизни. Ждут ли меня отношения в жизни? Я не была замужем, детей нет. И 24 апреля родилась Света. Ну, вопрос понятен, да. Я картам задам. Ваш вопрос сейчас, мы вам немножко погадаем. А вообще в целом, что в этом письме важно? Что главное? Всегда есть какая-то ключевая фраза, да? Важно то, что Света написала. Я не была замужем, и детей нет. Понимаете? Она же могла это не писать. Это значит, что... Это много что значит. Это значит, что Света об этом и не только нам сообщает, она же сама об этом думает. То есть... Возможно. Ищет причины, почему не была, например, замужем. Или почему... Вопросов масса может быть, потому что не были замужем. Как бы я вас спросила, если бы мы с вами вот так вот тет-а-тет в скайпе разговаривали, я бы вас спросила, а почему вы раньше не были замужем? Как это получилось? Вы только теперь, только сейчас захотели замуж? Или вы и раньше хотели? Но, значит, тогда... У вас в анамнезе должны быть какие-то неудачные попытки замужества. Есть ли они или их нету? Вот это все принципиальные тоже вопросы. Но сейчас возможности спрашивать Свету у меня нету. А примерно я могу предполагать личность, глядя на дату рождения человека, естественно, могу предполагать личность. И вот Света написала, что родилась 24 апреля. 24 апреля у нас родятся кто? Апрельские тельцы. Очень, очень, очень упрямые люди. Вот. Апрельские тельцы — это действительно очень упрямые люди. Ну, не такие упрямые, как майские. Кстати, майский телец — героиня нашего первого вопроса и нашей первой беседы. Я забыла про это сказать, но вот Инна, с которой мы про аскезу разговаривали, родилась 12 мая. Поэтому это вообще очень в тельцовском духе. Вообще про тельцов, наверное, отдельную программу надо делать. У меня так много тезисов и посылов, так много есть что сказать тельцам. И, ну, неважно. Сегодня у нас тельцы снова на повестке дня. И вот как характерно, что телец много раз загадывает одно и то же желание, бьет в одну точку до победного конца. Ну вот и здесь, Света, у вас, я серьезно говорю сейчас, это не про вас, это просто в целом. Апрельские тельцы очень часто наделены звездами тяжелейшим характером, абсолютно невыносимым. Отсюда отсутствие не только брака, но и какой-то даже дружбы, отсутствие вообще более или менее вменяемых коммуникаций, понимаете? Сочетание упрямства, трудности с контролем гнева и узости взглядов, вот это очень характерно, вот эта триада зловещая для апрельских тельцов, вот это сочетание никому вокруг, людям, не нравится, ни потенциальным женихам, ни потенциальным подругам, ни даже потенциальным работодателям. Поэтому вполне возможно, что корень там в вашем гороскопе. Но 3 карты для вас. Ждут ли вас отношения? Но всю жизнь не будем вам гадать, да? Наверное, как всегда, обозримый срок. Год-полтора. 1, 2, 3. Те же самые вытащил 3 карты, что и в прошлом раскладе. Представляете, в другом порядке, но те же самые карты. Поэтому можно то же самое предсказание как-то развернуть и
То же самое рассказать. 9 кубков, карта звезда и 8 кубков. Ну вот видите, портрета конкретно четкого мужского тут нету. Момента знакомства, вот именно когда вам Вселенная предлагает прям вот нового человека ставит перед вами, увы, тоже нету. Карты скорее более предлагают вам какие-то философские рассуждения или философский выбор на эту тему. Здесь в центре старший аркан, карта звезда. Это тоже несостоятельность ваших планов на личную жизнь. У вас как бы есть мечта на отношения, мечта встретить любимого человека, мечта полюбить, но это именно мечта, это не план. Возможно, вы очень много идеализируете очень много. И, возможно, стремитесь к той самой идеальной любви или ждете того самого идеального человека, которого на белом свете вообще не может быть. Возможно, кстати, с картой звезда вы очень склонны к тайным отношениям или к отношениям очень таким эфемерным, воображаемым, или к отношениям на расстоянии. 9 кубков вроде бы описывает свидание и какой-то любовный праздник. Поэтому мы не исключаем для вас знакомство или даже какое-то правильно проведенное время. Ну, то есть могут быть свидания, может быть даже любовь и объятия и все что угодно вот с этой 9. Однако звезда встает таким определенным порогом, что ли, забором между вами. И вот эти вот веселые любовные отношения могут просто не продлиться. Придется с ними распрощаться, придется от них отказаться и уйти. Боюсь, что такого прям вот уверенного прогноза с гарантией здесь нет. Однако путь явно не закрытый. Мечтаете, продолжайте мечтать. Просите, и дано вам будет. Однако я всегда в таких случаях, когда вот нет личной жизни, например, а хочется, советую обращаться к своему гороскопу. Там очень хорошо прописано в натальной карте, конечно, если есть возможность сделать полную натальную карту, очень хорошо прописано, откуда любовь может или должна в вашей жизни появляться, куда она уходит, кого вам выбирать, от кого бежать. Вот, и следующий аналогичный вопрос. Катерина Си. Спасибо за видео. Я сейчас уже довольно долго живу в другой стране. И у меня никак не складываются отношения с местными мужчинами. Вот почему я выбрала этот вопрос. Он вроде бы такой же, как и все, но оригинальный, потому что с местными мужчинами. Максимум 2 свидания, они исчезают. Даже хорошее общение тоже ничем не заканчивается. Хотелось бы узнать, почему я не могу построить отношения и встречу ли я свою вторую половинку в этом городе. Вот. Екатерина родилась 27 мая. В чем здесь особенность? Естественно, другая страна, другие люди, другой менталитет, другие мужчины, другие поведенческие схемы, которые они демонстрируют и которые они ждут от вас. Это всегда, в чем-то легче, я уже говорила, да, что с иностранцами в чем-то легче общаться, потому что поругаться очень трудно. Если есть языковой барьер, пока есть языковой барьер, трудно поругаться. То есть это дает время, чтобы мирно пожить. Вот. Но и догадаться, чего же они хотят, тоже как-то сложнее. К сожалению, у нас Катерина, или к счастью, не написала, какая это именно страна или какой город, потому что я бы тут вообще очень могла долго, может быть, не так уж и корректно, к счастью, не написала, да, долго не так корректно на эту тему высказываться. Вот, но понятно, что другая страна, это, конечно же, совсем другие люди. И нашими мерками мерить нельзя. Вот я скажу так, вот я 3 года или уж 4, наверное, нахожусь в Болгарии.
Это совсем другая страна, хотя достаточно близко, все-таки это Восточная Европа, за океан никуда ехать не нужно. И нам в нашем советском, вот вспомните, кто застал вот этот вот период советский, когда был соцлагерь, вот это все. И наша союзовская пропаганда нам все время втирала, что это все дружественные народы, ну прям почти родственные. То есть мы просто и с югославами-то мы прям одной крови, и с болгарами, братья славянами болгар называли, это вообще чистое вранье. Вот. И понимаете, да, ну, бессовестная совершенно была пропаганда. Но я вам могу сказать, что вот болгары ментально принципиально отличаются от русских. Просто как небо и земля. Они внешне отличаются очень сильно. Почему-то. Чем-то неуловимым никогда не спутаешь все равно. И, ну, как они отличаются колоссально ментально. И я думаю, что и в личных отношениях, если кто-то пытается строить отношения с болгарами, там, то это совсем другая история. Это как-то вообще все с ног на голову, все да, совсем наоборот. Должно быть и выбор там какой-то тактики и оценки. Вот. Но вопрос Катерины мы задаем. А Катерина сама, дату рождения она написала 27 мая. Катерина сама как раз родилась в самое лучшее время. Люди самые ловкие люди с самыми идеальными характерами родятся вот как раз в конце мая. Это вообще удачный период, чтобы родиться. Удачный период, так звучит немножко, да? Одиозно, но я действительно считаю, что есть удачный период, чтобы родиться, а бывают неудачные. Итак, здесь два вопроса, а мы отвечаем только на один. Поэтому хотелось бы узнать, почему вы не можете построить отношения, это мы не скажем. А вот встретите ли вы свою вторую половинку в этом городе, на этот вопрос мы попробуем ответить. Ну так, по-честному, один человек, один вопрос у нас. Раз, два, три. Ну что ж, да, карты говорят. Вот однозначно да. Потому что есть портрет мужчины. А вообще вам достаются здесь двойка пентаклей, король кубков и шестерка пентаклей. Это очень хороший набор. Знаете, такой, потому что он вдохновляющий с одной стороны, то есть такой не пустой, а с другой стороны он очень практичный. Вот, шестерка пентаклей здесь есть. Карта гарантийный талон. Она как гарантийный талон работает. Да? Она все, что до этого расклад выбросил вам, ставит печать. Что будет обслужено, понимаете? Будет обслужено. Все получите, достаточно необходимое. Центральная карта здесь король кубков. Любящий мужчина, романтичный любящий мужчина. С одной стороны, это может быть действительно мужчина водной масти. Рак, скорпион или рыба, который вам достанется. Тоже, кстати, сверьте с вашим гороскопом. Если у вас в гороскопе Марс в водной позиции, то вам подходит водный мужчина. Вот. Но не обязательно тут принадлежность к стихии. Для карт король кубков – это мужчина, который чувствует, который по-настоящему в вас влюблен. И мужчина, который чувства эти не скрывает, а умеет их очень явно показывать. И с удовольствием показывает. Поэтому вы ждите подарки, признания, какие-то красивые прогулки под луной и морские путешествия. Я просто предполагаю, если вы переехали в другую страну, то, наверное, лучше, может быть, и к морю куда-то. Вот. А поэтому, да, вас ждет вот такая встреча. И здесь есть двойка пентаклей, очень-очень легкая. Она говорит, что, во-первых, этот путь открытый для вас. Во-вторых, все случится скоро. И в-третьих, все случится очень легко. Здесь не нужны ваши усилия, какие-то специальные поиски. Вам не надо менять себя или жизнь. Вам не надо
истязать себя аскезой, например, той же самой, чтобы это все сбылось. То есть высшие силы никаких ваших усилий для этого не ждут и не требуют. Есть определенная легкость, в какой-то момент просто в обычных жизненных, привычных ваших обстоятельствах все так сложится, что появится этот герой, и вы не только увидите романтического рыцаря в нем, но вы будете еще и друг друга доверять и дружить, что, я считаю, тоже не лишним бывает в любовных отношениях. Дальше вот такой вопрос. Трансформер Али пишет. С большим интересом смотрю видео на вашем канале. Вопрос такой. Ребенок сдает ЕГЭ в этом году. Очень волнуюсь, сдаст ли она удачно вуз и дата рождения. Ну, посмотрим. Тоже 3 карты достанем для... Ребенок сдает ЕГЭ в этом году. Очень волнуюсь. Она, значит, девочка. Насколько удачно девочка сдаст ЕГЭ и поступит в вуз. 3 карты. 1, 2, 3. Ну что ж, карта Колесница, достается карта Маг, 2 старших аркана и 5, простите, 7 кубков, немножко здесь нам разбавляет, но нисколько не портит картину. Ну, Колесница — карта триумфа. То есть сдача экзаменов и поступление в вуз будут буквально триумфальными. Это все как победное шествие выглядит. Вероятные оценки будут высокие, и вуз, ну, достойный, там, какой хотелось. Карта Маг здесь описывает, это вообще портрет непосредственного ребенка, который сдает и который поступает. То есть все сделает так, как она хочет. Будет очень много у девочки энергии, сил, очень много желания. То есть она очень вложится в достижение это почти на каком-то магическом уровне. То есть сделает, ну, можно сказать, невозможное ради баллов по ЕГЭ на этом экзамене. Все прорвет там, прорвет оборону, не знаю. Вот. И здесь есть 7 кубков. А вот она как раз, ну, то есть здесь мы видим победу, гордость матери. А 7 кубков описывает ложный выбор и является здесь картой предупреждения. Она говорит, что в процессе, происходящем после сдачи экзаменов или когда девочка будет выбирать вуз, вообще в этой истории она столкнется с выбором лишним в жизни. Лишним или ложным. Вот я, кстати, очень хорошо понимаю, что здесь ложный выбор. Это как раз вузы, которые после экзаменов вот, ребенок выбирает, куда поступать, куда не поступать, вот, и так далее. Ложный выбор. И этот выбор чем опасен? Очень важно в нем не зависнуть, не завязнуть. То есть надо понимать, что он ложный. Очень сложно отобрать, отдифференцировать, где вы выбираете по-настоящему, а где вам кажется, что вы выбираете. Вот будет казаться, что выбор огромный, безграничный, но следите за тем, чтобы это не испортило всю картину, понимаете? Может такое быть желание распылиться, разорваться, знаете, поступить сразу в несколько раз, в которые берут, а на самом деле не берут. Так что, ну, в общем, это все победно, все уже где-то заложено во времени, осталось этого только дождаться. И вот еще я хотела бы завершить вот таким комментарием. Здесь, пожалуй, вопроса нет, и повода для гадания здесь нету. Елена Си тоже пишет, что вы думаете про такую историю.
мой бывший мужчина начал очень негативно высказываться о своей коллеге, прям в оскорбительном формате. А через полгода я узнала, что именно он с ней, он состоит с ней и встречается параллельно. Ну, мы вот совершенно здесь не удивились, правда, дорогие зрители? Совершенно не удивились. Это как в школе. Вот знаете, в начальной школе, примерно к классу 3, я думаю, где-то к 10 годам, да, мальчики начинают очень сильно девочек обижать, оскорблять, обзывают, кидают снежки, портфелем может ударить по голове, за косы дергают. Ну, это раньше было, да, такое. Сейчас уж с косами, наверное, никто не ходит. Ну, вот так вот было. Но мы все всегда понимали, да, что таким образом мальчики, ну, вот свое внимание выказывают, изображают вот так вот свое внимание. То есть и мальчики, он дернет за косичку только ту девочку, которая ему сильнее других нравится. И вот я думаю, что вот такие вот привычки поведенческие мальчики сохраняют где-то в глубине себя и в 20 лет, и в 40, и в 60, вот, и так далее. Поэтому да, всегда слушайте, что ваш мужчина, это опять же отсылка к прошлой программе, всегда слушайте, что ваш мужчина говорит про других женщин, про какую-то вашу подругу, про соседку, про ну, свою коллегу, например. Не обязательно он ее должен хвалить. Может и хвалить, конечно. Ну вот если, например, ваш муж часто там говорит: ой, как соседка у нас безобразно одевается, или ой, как она плохо красится. Будьте готовы уже отследить его какой-то вот такой вот интерес к этой женщине. Ну, то есть в любом интерес и комментарии со знаком плюс и со знаком минус, они здесь зачитываются одинаково. То есть важен только коэффициент, не важен какой знак. Но в любом случае, если вы что-то такое замечаете с вашим женихом или мужем, с вашим любимым человеком, любые его высказывания, какие-то массовые, про другую женщину или женщин, это иногда может про группу женщин как-то звучать, как будто бы не про одну конкретную, а, знаете, вот про группу. Они думают, что это, они так шифруются, что мы так не догадаемся. Вот, но означает это все равно то же самое. Это первый признак, по которому можно вычленить будущую измену, или как мы ее в прошлой программе безосновательно и грубо, но все-таки назвали предательство. Друзья мои, я вам, как всегда, признательна за вопросы, за то, что вы посмотрели это видео. Вопросы и комментарии присылайте еще, и увидимся.